Здравствуй, Exile! Сегодня мы разберем стратегию фарма Beast в Patch of Exile 3.29. Ее основная идея — не пытаться заработать на случайных дорогих дропах, а построить стабильный поток валюты за счет зверей и их продажи. При правильно настроенной стратегии фарм может превышать 25 диванов в час. В этом видео мы разберем, какие карты использовать, как настроить атлас, каких зверей искать и откуда вообще берется эта прибыль. Суть стратегии достаточно простая. Мы максимально увеличиваем количество ценных бистов, которые появляются на мапках. На разных этапах лиги ценятся разные бисты. В основном берется Wheels и Deep, а также Less Common Variants для более ценных бистов. Для проверки самых ценных бистов в моменте можно использовать сайт. Здесь при нажатии будет отображаться количество профита за час при определенных пассивках. Поэтому наша задача состоит из трех частей. Первое — увеличить количество встреч с нужными бистами. Второе — проходить карты как можно быстрее. И третье — эффективно продавать полученных бистов через Valve или TFT. Начнем с атласа. Здесь важно не просто взять все пассивки, связанные с бестиарией. Нужно распределить очки так, чтобы увеличить среднюю прибыль с одной карты и одновременно сохранить высокую скорость прохождения. Не стоит превращать карту в длинный марафон. Поэтому мы фокусируемся на самых коротких и вознаграждающих механиках. Первое — это Каргул. Руда с шансом на свалин, а также руда может вам пригодиться для Кингсмарша. Кейст. Довольно много блюпринтов. Самыми ценными для нас являются уникальные имплиситы на экспериментальные вещи, а также мерценарии. Некоторые мерки стоят довольно дорого, и при этом мерки часто имеют диваны в стэше или довольно дорогие рарные предметы или уники. Теперь выбираем сами карты. Приоритет здесь остается картам с удобной геометрией и быстрым перемещением по локации. Нам не нужна карта, на которой приходится постоянно искать оставшихся бистов или обходить карты со сложными лайаутами. Чем меньше времени уходит на перемещение и чем быстрее персонаж очищает карту, тем больше зверей мы успеваем получить за час. Поэтому лучшими картами для этой стратегии являются Стрэнд, Взморье, Бич, Пляж, Джангл Валлей, Долина джунглей и Сити Сквер, городская площадь. Вы также можете заскрать на одну из этих карт Cemetery, Погост с довольно дорогой картой в 5 дивайнов Brother Gift, имеющий вес около 72, либо Шрайн, Святилище, имеющая также дорогую карточку в Topography of Lunaris, Dying Sun, но имеющую вес около 32. Чтобы заскраить в реалиях 3.29, достаточно купить Sky Orb с названием необходимой вам карты. Cemetery довольно дешевая, поэтому я остановился именно на ней. Здесь появляется важный момент. Не нужно пытаться зачистить абсолютно каждый угол карты. Цель — получить нужных бистов максимально быстро. Проверяем мерка. Если есть хорошие уники, то выбираем их. Если нет, то проверяем тип мерка и его саппорт скиллы. Либо берем валюту. Сейчас вы можете наблюдать самого ценного биста — Black Morrigan.
На этой карте появился кратер. С босса есть шанс на дорогой уник, Свален. Можно считать это лаки дропом для данной стратегии. Давайте пробежим еще одну карту для наглядности. На этой карте появился алтарь Итера. У меня есть с края мапки на дорогую гадальную карту, поэтому я беру шансы падения гадальных карт на базовую валюту. Бист, похожий на краба с панцирем, имеет ценность. Его обязательно ловим. Тут появляется Бист-паук, которого используют для создания ветка редких талисманов. Тоже ловим. Проверяем мерка. I'll honor the code, but force my hand, and I'll kill you where you stand. You die here. Теперь самое важное. Стоимость самих зверей. Не каждый бист одинаково ценен. Основными является Black Morrigan. Чернокрылая Morrigan. Используется во многих рецептах, включая шестилинг. Особенно ценен на старте лиги. Femoral Plaguetal Narkid. Чумной наркид Пенумы. Создание импринта для рарного талисмана. Build Priest Матрон. Создает метакрафт на предмете. В основном используется для суффикс Cannot be changed, префикс Cannot be changed. Краицик Крокер. Используется для создания импринта. Wild Helifon Альфа. Дикий адский лев Альфа. Используется для реролла Watch Your Eye. Примал Кружблклэв создает довольно ценный скраб.
Примал Каскалер. Первобытный нарастень. Рогатый гуманоид с посохом. Создает Nightmare мапку. The first ones are watching survive. Disappoint them. The ritual is complete. Вилл Брамблбэк. Дает 500 миллионов exceptional саппорту. Работает как на Enlighten, Empower, а также на другие exception support. Соковин Хекс. Рекс Соковаля. Сам биз довольно бесполезен, но дает очень хороший талисман, особенно на стате Хекс талисман. На 100% конверт колда и лайта дэмэджа от хитов Fire Damage. Краицик Мап. Пасть Крацена. Так же, как биз, довольно бесполезен. Выглядит как кузнечик с головой мухоловки. Но дает неплохой Great Map талисман. На 15% инкриз атрибутов. После фарма возникает практическая проблема. Звери часто заполняют предел бестиарий. А еще для продажи их нужно извлечь. Здесь нам нужно найти нужных зверей и переместить их в инвентарь. Но вручную искать каждого зверя среди большого количества пойманных крайне неудобно. Поэтому гораздо эффективнее использовать пояс Regix. Он будет в описании видео. С его помощью мы забираем самых ценных и откладываем их. Далее мы очищаем бестиарий от ненужных. Есть простой прием, который ускоряет очищение бестиария. Перед изучением зверей полностью заполняем инвентарь предметами, например, альтами. Нажимаем Ctrl плюс правую кнопку мышки по альтам. Hello? Заходим в бестиарий, вставляем регекс на плохих бестов. При полном инвентаре все ненужные бесты будут оставаться на земле. Теперь поговорим о желтых бестах. Подавать их по одному обычно не имеет смысла. Гораздо эффективнее продавать их балком, то есть большими партиями. Для этого используем любую премиум вкладку и заполняем ее желтыми бестами. Желтые бесты обычно имеют только один красный модификатор. В свойствах вкладки указываем цену для всех предметов в этой вкладке. Например, 40 бестов за 1 ливан. Теперь посчитаем экономику. Допустим, за час мы проводим определенное количество карт. В данном случае 40. С каждой карты получаем зверей и дополнительные предметы. Довольно много флотовой валюты смерков. Шанс на хорошие гадальные карты Ситера. И дорогие имплиситы на блюпринтах с кейста.
а также Lucky Drop с кратера Свален. В этой вкладке не учитывались желтые весты и контракты мерков. После продажи всего ценного складываем доход и вычитаем стоимость расходников. Получаем чистую прибыль за час. Всего было получено 36 диванов, из которых около 10 было потрачено на расходники. Есть еще одна проблема с подобными гайдами. Цифра 25 диванов в час не означает, что каждый игрок будет получать ровно 25 диванов в час. Такая цифра зависит от скорости персонажа, стоимости зверей, количества карт, удачи и состояния рынка. Поэтому правильнее воспринимать показатель как результат тестирования определенной стратегии при конкретных условиях. Чтобы приблизиться к максимальной эффективности, есть три основных направления улучшения. Первое – скорость зачистки. Второе – сокращение времени между картами. Третье – оптимизация продаж. Если персонаж проходит карту за 3 минуты, а между картами вы проводите еще 2 минуты в убежище, повышение ДПС почти не решает проблему. Поэтому сначала нужно убрать простои, а уже потом пытаться получить еще немного урона. В итоге, Beast Fun — это стратегия не столько про один невероятно дорогой дроп, сколько про масштабирование большого количества относительно небольших источников прибыли. Быстрые карты, высокая плотность ценных бистов, минимум времени между картами. При выполнении всех этих условий стратегия может давать очень высокую прибыль от 20 до 50 диванов в час.